Здравствуйте, дорогие друзья! Мне сегодня сестра привезла сосновые шишки. Вот какие они. Уже не те молодые, из которых я варенье варила. Это уже они, уже постарше как бы. У них уже вот смола уже ощущается. Вот прилипает чуть-чуть к рукам. Все эти сосновые шишки я помыла хорошенько. И из этого мы с вами теперь будем делать лекарства. Но для профилактики зимой говорят, что от астмы помогает, когда горло болит, дыхательные пути. В общем, очень хорошее лекарство, сказали. Народные средства, уж лекарства не назовешь, а хорошие средства от простуды, ото всего. Теперь вот мытые шишки мы вот так этими шишками наполняем 3-литровую банку. Вот. Я говорила уже, они чистые. Я сама не могла поехать. Спасибо им, что привезли. Даже у меня тут останется. Так. Из тех, наверное, даже литровые еще можно будет сделать. Вот мы наполнили баночку. Теперь нам нужен сахар. Килограмм сахара. Сейчас я ножницы принесу. Туда высыпаем наш сахар. Весь килограмм туда должен войти. Ой-ой-ой. Сейчас немножко потрясем. Ой-ой-ой, вот. Слишком переусердствовать тоже не надо, оказывается. Шишки вылетают. Вот попробуем. Теперь с этой пандемией кто какое народное средство скажет, то стараемся уж делать. Вот килограмм сахара туда ушло. Теперь закрываем и вот того же потрясем. Тут даже свободных мест. Нет. Сейчас еще несколько вот молоденьких туда положим. Вот такие маленькие тут есть, малюсенькие. О, а то крышка не закроется. Сейчас еще раз потрясем. И тут сейчас маркером я напишу сегодняшнюю дату. Сегодня у нас 4 июля. И на 2 месяца поставлю на солнечное место. 2 месяца там постоит. Потом
через 2 месяца мы содержимое этой банки будем процеживать через сито и уже полученный сироп уберем в холодильник. Там должен выйти где-то около литра сиропа. И этот сироп мы будем использовать уже, когда будет болеть горло, при простуде, у кого астма, сказали, помогает. В общем, 2 раза в день по столовой ложке будем принимать. Вот так сказали. Поэтому тоже сделайте, попробуйте. Вот мне показалось, что это очень легко делается. Собрала шишек, помыла, наполнила банку и все. Никаких усилий больше не надо. Благодарю всех за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч.